Этот неприметный сорняк растет буквально у вас под ногами, и большинство людей даже не догадываются, что именно его раньше использовали, когда начинались проблемы с почками. Недорогие препараты, несложные схемы, а именно его. Сегодня о нем почти не говорят, и именно поэтому он может вас удивить. Речь идет о спорыше растения, которое выглядит слишком просто, чтобы воспринимать его серьезно, но именно в этом и кроется его особенность, потому что самые сильные вещи часто выглядят обычными. Вы могли проходить мимо него сотни раз, могли даже наступать на него и не знать, что это не просто трава, а растение с историей применения, которое насчитывает не одно поколение. И самое интересное, его действие не резкое, не агрессивное, не ударное, а именно мягкое, постепенное, но при этом ощутимое, и вот это отличает его от многих современных подходов. Когда организм начинает сигналить, появляется тяжесть, ощущение перегрузки, задержка жидкости, дискомфорт. Мы привыкли искать быстрое решение, но спарыш работает иначе, он не перекрывает симптомы, не создает иллюзию мгновенного результата, он помогает организму справляться самому, и в этом его сила. Спарыш традиционно связывают с поддержкой почек, и это не случайно, потому что почки – это один из главных фильтров организма, и когда нагрузка на них увеличивается, это отражается не только локально, но и на общем состоянии. Может появляться усталость, снижается энергия, возникает ощущение, что организм не справляется, и именно в такие моменты раньше обращались к таким растениям, не потому что они чудо, а потому что они поддерживают естественные процессы, и спарыш – один из таких примеров. Он содержит вещества, которые традиционно связывают с мягким противовоспалительным действием и поддержкой обменных процессов, и за счет этого его и использовали, но важно понимать, это не быстрый эффект, это постепенное воздействие, и именно поэтому его ценили, потому что он не перегружает организм, не вызывает резких реакций, а работает аккуратно. И здесь есть момент, который многие недооценивают. Сегодня все, что не дает мгновенного результата, кажется слабым, но на самом деле именно такие вещи часто оказываются наиболее устойчивыми, потому что они не ломают систему, а поддерживают ее. Теперь давай посмотрим на еще один важный аспект, почему такие растения, как спарыш, остаются в тени, потому что они не выглядят сильными, не продаются как решение всех проблем, не вызывают вау-эффекта с первого взгляда, но если разобраться глубже, именно такие растения и составляют основу фитотерапии, не громкие, не яркие, но работающие. И еще один интересный момент, спарыш часто воспринимают как что-то простое, но именно простота делает его доступным, это не редкое растение, не что-то экзотическое, и именно поэтому его можно использовать без сложностей, но при этом с пониманием. Чаще всего его применяют в виде настоя, это один из самых простых способов, но здесь важно не количество, а регулярность, потому что именно постепенность дает результат. И еще один важный момент, о котором нужно сказать отдельно. Любое растение – это не замена медицинской помощи. Если есть серьезные проблемы, всегда лучше обратиться к специалисту, потому что даже натуральные средства требуют грамотного подхода, и это не слабость, а разумность. Теперь давай добавим еще один слой понимания. В старых источниках спарыш часто описывали как растение, которое очищает организм, но важно правильно это понимать, речь не о каких-то радикальных чистках и не о крайностях, а о поддержке естественных процессов выведения. И это принципиально важно, потому что здесь нет насилия над организмом, есть помощь, и именно поэтому такие растения и ценились. Они работали в гармонии с телом, а не против него. И еще один интересный момент. Спарыш часто недооценивают из-за того, что он слишком доступный. Людям кажется, что если что-то растет везде, оно не может быть ценным, но природа устроена иначе, иногда самые доступные вещи оказываются самыми полезными, просто мы перестали на них обращать внимание, и это, пожалуй, главный парадокс. Мы ищем сложное и игнорируем простое, а потом удивляемся, когда узнаем, что решение было рядом. Спарыш – это как раз такой случай. Он не обещает чудес, не дает мгновенных результатов, но он делает то, что должен, поддерживает организм, и делает это мягко, без перегрузки и без крайностей, и если использовать его с пониманием, результат может быть очень даже ощутимым, постепенно, спокойно, но стабильно, и в этом его настоящая ценность. Если вам интересны такие растения, простые, но с реальным действием, обязательно посмотрите другие видео на канале, возможно, вы уже найдете там именно то, что искали, и напишите в комментариях, слышали ли вы раньше про спарыш или впервые узнали о нем сейчас, это всегда интересно сравнить.